Здравствуйте, дорогие овны! Добро пожаловать на канал про астрологию. Меня зовут Виктор, а это выпуск, посвященный вашему гороскопу на следующую неделю с 5 по 11 февраля. На следующей неделе произойдет масса событий. Давайте узнаем, повлияют ли они на вашу жизнь или пройдут стороной. Понедельник, 5 февраля. Начнется с того, что планета общения, коммуникаций, всяких бумаг и справок. Меркурий меняет свой знак и переходит в Водолей. Ну и одновременно с этим ваш 11-й дом гороскопа. Будет он там тусить до 23 февраля, то есть 18 дней. Меркурий что-то там будет куролесить. Давайте поконкретней. Ну, во-первых, Меркурий в Водолее приносит нам раскрепощение, приносит нам новые знакомства. А так как 11-й дом — это все, что связано с вашими единомышленниками, с людьми, которые вас поддерживают, с людьми, которые занимаются таким же творчеством, как и вы. Возможно, в этот период времени, за эти 18 дней, кто-то придет новый человек, новая личность, новый учитель у вас появится в жизни, и вы будете с ним на одной волне, можно так сказать. Вы будете больше общаться, больше созваниваться, больше проявлять даже инициативу именно к новым людям или именно к какому-то проекту, который вас вот прям взбудоражит. То есть вы будете прям, так сказать, забудете обо всех своих комплексах и будете идти вперед и делиться своей позицией на какие-то вещи. Опять же, да, 11-й дом также это и ваши планы какие-то на ближайшее будущее. И так как Меркурий в Водолее, это говорит о том, что планы могут неожиданно поменяться. Возможно, это будет связано с вашим отпуском. К примеру, вы прямо вот запланировали, что 30 тысяч рублей вы потратите в Анапе вот в июне месяце, но, к сожалению, что-то может произойти, а может даже к счастью, и планы немножечко нужно будет подкорректировать, потому что Меркурий может внести свою, так сказать, лепту. Может, не знаю, бюджет нужно будет увеличить, или эти деньги, которые вы откладывали там на какую-то, не знаю, покупку шубы или, к примеру, там ремонт, вам придется эти деньги вложить на свои зубы. Ну и, конечно, овнам нужно прислушаться все-таки к своей еще интуиции и действительно расставить приоритеты, потому что Меркурий может, ну, прям вот, знаете, серьезно так отнестись к какой-то вашей ситуации, а вы можете поверхностно, так сказать, ну это подождет. Я сначала куплю это, а потом сделаю зубы. Вот нет, овны, надо расставить действительно приоритеты и на первое место свое здоровье. Всегда свое здоровье ставить. А потом все соковыжималки и тому подобное. Далее. Меркурий в Водолее приносит новые идеи, а так как 11-й дом это в том числе какие-то мечты и надежды, все, что касается вашего творчества, если вы творческий человек, то новые идеи вас озарят в течение 18 дней до 23 февраля. Какие-то, возможно, новые проекты заведете, новые, опять же, знакомства придут к новым проектам. Новые люди могут дать вам новую идею, чтобы развить, я не знаю, если там пишете вы роман, да, развить какой-то сюжет. Или люди, которые, не знаю, занимаются красками, художеством, и вы можете нарисовать новый портрет или какую-то новую картину. То есть новые идеи в творчестве вас точно посетят, и я прям за вас рад, овны. Далее идем. Меркурий в Водолее приносит также и какие-то перемены. То есть мы, в принципе, не особо готовы, знаете, овнам вообще очень важна даже и стабильность в каких-то смыслах слова. Но какие-то перемены внутренние вы будете ощущать. То есть что-то меняется, и вы не можете на это повлиять. И это будет замечательным, так сказать, уроком, чтобы вы начали тренировать свой оптимизм. Потому что любые перемены в вашей жизни, они всегда должны приносить вам только позитив. Да, бывают такие перемены, что уж не хочется никому их желать, но Меркурий в Водолее может действительно эти перемены как-то вот, какие-то уроки привнести в вашу жизнь, от которых вы только вот все хорошее поимеете, и это будет замечательно. Далее идем. Меркурий также в Водолее приносит какое-то прозрение, какое-то озарение. И это может касаться в том числе и ваших друзей. Может быть, вы что-то узнаете о людях, которые вас окружают, либо о конкретном человеке, вы узнаете о его таланте. Как так? Ты мне никогда не говорила, что ты вышиваешь крестиком и продаешь все на Авито. Это же потрясающе, давай я тебе помогу. То есть вы будете предлагать свою помощь. Либо к вам придет человек за помощью, расскажет о своем деле, и вы как будто озаритесь, вы как будто поймете, что ого, как же классно у тебя получается, или какая у тебя классная идея. В любом случае, какие-то прозрения в обществе, в коллективе, прозрения по поводу
ваших планов в том числе. То есть вы думали, что будет так, 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 но вас озарила новая идея, и вы поняли, что нет, в Анапу не поеду. Поеду я, значит, куда-нибудь там в Турцию. Тоже вполне может быть. Далее, в партнере, если вы не одинокий овен, если вы в браке, в отношениях, в партнере вы можете за эти 18 дней что-то новенькое отыскать. Как бы это ни звучало, но это могут быть какие-то приятные привычки или приятный какой-то жест, какой-то подвиг любимый человек может сделать для вас, и вы увидите его с другой стороны. Меркурий Водолей может подсветить какую-то новую характеристику в вашем любимом человеке, и вы такие: ого, ты что, умеешь гвоздь забивать? Ого, никогда бы не подумала. Поэтому вот здесь вот в таком плане придут какие-то перемены и в личной жизни. Ну и, конечно, как я уже говорил, завязываются новые знакомства намного легче, когда Меркурий в Водолее. У вас будет словно подвешен язык, какая-то интуиция будет вам подсказывать, что с этим человеком нужно поговорить, или с этим человеком нужно завязать какой-то проект, или пойти на переговоры с этим человеком и разузнать все, что мне нужно. У вас это получится, овны. Ну и далее, 11-й дом — это гости. Приглашайте гостей к себе, показывайте, как вы живете, только гостей тех, которым вы доверяете, которых вы знаете. Ну и в том числе, если с этими гостями будет какой-то новый человек, опять же, да, повторюсь, это замечательная возможность с кем-то познакомиться, и придут от этого человека какие-то идеи. Может быть и так будет. Либо сами сходите в гости, овны, в течение вот этих 18 дней, и я уверен, что там точно какой-то человек будет, который вам понравится. Далее, соцсети, форумы и хобби, которые ведут овны, они будут развиваться, потому что Меркурий приносит в нашу жизнь все-таки раскрепощение, и здесь вы будете больше делиться своей жизнью, каким-то опытом, какие-то рецепты будете выкладывать в соцсети, или как вы в фитнес ходите и теряете вес, какие-то диеты, ну и все-все-все, что связано с соцсетями. У вас придут новые подписчики, ну и вы будете легче относиться к тому, что вы показываете и что вы, так сказать, диктуете. Ну и в том числе, как я уже сказал, 11-й дом, дом перемен. Я говорил о том, что Меркурий в Водолее — это подсознательные перемены мы требуем, да, и здесь перемены могут быть и в творчестве, перемены могут быть и в реализации себя. То есть вы поймете, что вот я художник, я хочу себя реализовать, и для этого мне нужно что-то поменять. Либо график работы поменять, чтобы больше заниматься творчеством, либо наоборот, уйти полностью в работу и творчество пока отложить. И эти перемены вам потребуются как воздух, потому что 11-й дом — это вот прям вот мы хотим независимости, свободы, чтобы нас никто не трогал, чтобы мы занимались тем, что нам нравится, или то, что сейчас на данный момент в жизни самое важное. Поэтому в течение 18 дней, с 5 по 23, пока Меркурий будет в Водолее, у вас будет много возможностей, чтобы познакомиться с новыми людьми, почувствовать свободу, перемены и, так сказать, любые жизненные уроки воспринимать только с оптимизмом. Тогда все будет хорошо. В это же время, 5 и 6 февраля, Луна переходит в знак зодиака Стрелец. Это ваш 9-й дом гороскопа. 9-й дом отвечает за расширение, за какое-то мировоззрение ваше будет развиваться, какая-то ситуация, которая, возможно, вас вообще поменяет. Либо расширяться будет, не знаю, ваш бизнес дальше пойдет, да, то есть будут какие-то новые переговоры с арендодателями, или вы пойдете онлайн-бизнес, то есть у вас был какой-то маленький магазинчик, вы продавали хачапури, а сейчас пойдете хачапури продавать там на какой-то маркетплейс. Это тоже вполне возможно. Луна в Стрельце вообще, вот 5 и 6 февраля, она даст вам какой-то позитив, оптимизм. Вы будете смотреть на вещи с какой-то стороны, что да, слава богу, это произошло. Слава богу. Какая-то ситуация, и вы ее ждали, к примеру, всю жизнь. Вот, наконец-то там я это сделал или сделала, и все, я освобождаюсь от чего-то. Либо это, конечно, преувеличение своих сил. То есть вы будете чувствовать, что все, сейчас вот всех поражу своей саблей и победю. Но тут нужно, конечно, Луна в Стрельце может как бы вас, знаете, взбудоражить, возбудить. Вы поймете, что вам море по колено, но это не совсем так. Далее, так как Луна будет в 9 доме, это говорит об высшем образовании. Возможно, вы захотите получить еще какой-то диплом или сертификат, или курсы пройти, или прочитать какие-то книги, которые дадут вам определенный, знаете, такой блок знаний,
и вы думаете, вы будете думать, что вы теперь знаете все. Но это не так. Опять же, да, Луна в Стрельце немного преувеличивает. Мы можем делать из мухи слона. Если, к примеру, с кем-то там поссорились, вы можете себя накручивать, что да вот, сколько можно. И вот надуваться, как мыльный пузырь. Но, конечно, нужно немножечко успокоиться и понять, что любые ситуации можно решить, нет безвыходных ситуаций, и все наладится. Далее, 9-й дом — это дальние путешествия, страны. Я, конечно, не буду обещать вам, что 5-6 февраля вы примете решение уехать в Африку или переехать в какую-то другую страну, но у вас могут возникнуть такие идеи, а почему бы мне не посетить вообще за границу, почему бы мне не купить путевку и поехать в Турцию, в Египет, да куда угодно, только за пределы своей страны. Возможно, вы захотите путешествовать, вы захотите изучать новый язык и поехать куда-то на практику, английский, к примеру, да, изучать. Или с людьми вы будете общаться других культур и конфессий. Это тоже 9-й дом. И здесь Луна в Стрельце говорит о том, что вам потребуется движение, вам потребуется не застой, а вот именно вот какой-то прям вот активность. Активность у вас будет проявляться 5-6 февраля. И, как я уже сказал, люди, которые других конфессий, других религий, другого языкового уровня и вообще другого языка, вы с ними будете общаться. Может быть, это окажется, не знаю, какой-то учитель, который приехал из Америки преподавать английский, и вы как раз с ним начнете общаться. Либо люди, просто которые вас окружают на работе, из какой-то другой страны, и с ними может завязаться какой-то контакт. И этот контакт будет очень оптимистичным. Далее. 9-й дом — это все, что связано со знаниями, то есть то, что либо мы преподаем, либо мы делимся знаниями, советами, либо нам дают какую-то информацию, советы и знания. Как это может проиграться в вашей жизни, Овны? Во-первых, это может проиграться как стажировка. Может быть, вас будут обучать на работе. Вот вы работали всю жизнь на одном станке, а сейчас станок пришел другой, и нужно срочно переучиться. И вас будут, так сказать, учить новому чему-то на работе. Либо какая-то программа в компьютере, на работе, в офисе будет устанавливаться, и нужно будет ее изучать. Либо вы будете, как я уже сказал, да, кого-то брать под свое крыло, стажировать кого-то. Либо какие-то ученики могут прийти, если вы там репетиторством занимаетесь, или вы учитель. Новые ученики придут, и вы будете прям вот говорить, делиться своими знаниями. Это будет очень, очень интересно. Далее, обострение чувств справедливости. Это тоже Луна в Стрельце. И здесь, возможно, вы за кого-то заступитесь. К примеру, у вас там есть человек, который не понимает русский язык на работе, да, и кто-то на него будет наезжать, а вы встанете своей спиной, прикроете его и скажете: нельзя обижать. Плохой человек, редиска. И поэтому здесь вы можете защитить кого-то. Ребенка вы можете защитить. Может быть, на него кто-то будет там, да, во дворе колобашки кто-то у него будет воровать. И вы выйдете и скажете, что за дела такие. То есть в любом случае вы захотите вот проявить какую-то справедливость, чтобы справедливость восторжествовала. Может быть, это будет касаться в том числе и образования. Может быть, вы поймете, что вам учитель неправильную оценку поставил, что вы способны на большее, а вам ее понизили. Вы будете добиваться, что это такое, учитель не прав и все дела. Может и так проиграться 5 и 6 февраля в вашей жизни, Овны. 7 и 8 февраля. Луна переходит в знак зодиака Козерог, это ваш 10-й дом гороскопа. И Луна в Козероге. Вот здесь вот, знаете, такой контраст. То вы ха-ха-хи-хи с начала недели, да, понедельник, вторник, все хорошо, оптимизм, ля-ля-ля. А среда-четверг приведет вас к тому, что придется быть сдержаннее. Знаете, как будто приезжает ревизор, и нужно четко выполнять свои обязанности. Или начальство возвращается из отпуска, и нужно уже, да, свой рот прикрыть и перестать там где-то что-то делать. Поэтому среда-четверг — это момент сдержанности, когда вы не сможете проявлять себя на полную мощь. Ну и 10-й дом — это карьера, это ваша профессия. Поэтому здесь как может проиграться Луна в Козероге? Во-первых, это чувство долга. Вы поймете, что нужно закончить проект в среду, в четверг. Вас будут, не знаю, показывать пальцем начальство и говорить, почему ты это не выполнил или не выполнила. Давай-ка закроем эту задачу. Будет какая-то концентрация над какой-то задачей. И именно вот в вашей карьере, в вашей профессии, в вашей работе. Может быть, проиграется и так, что
10-й дом — это еще цель вашей жизни. Вы можете повернуть вектор и понять четкий свой путь, знаете, как будто намечать, вот чтобы у меня вот это вышло, чтобы моя цель была достигнута, надо сейчас сконцентрироваться и идти вот прям по этому пути. И не сворачивать ни направо, ни налево, не обращать внимания ни на что. Здесь тоже может быть такая, знаете, целенаправленность у вас будет в среду и в четверг. Вот что-то закончить, что-то выбрать, куда-то пойти. И вот прям это будет сразу. То есть вы не будете там мечтать, что ой, сейчас вот я закончу. Нет, у вас будут активные действия. Потому что Луна в Козероге все-таки она призывает к какой-то дисциплине, чтобы вы себя собрали. Знаете, как будто вы были в отпуске, сейчас выйдете в среду, в четверг, и такие еще не алё, не понимаете, что происходит. И вот нужно будет сразу включиться в проект. Может быть, какая-то задача будет новая на работе, и нужно будет сразу подключиться. Далее. Луна в Козероге еще также подключает внимание к материальной части вашей жизни. Возможно, вы поймете, что не хватает денег, и та задача, которую нужно закрыть, нужно как-то рассчитать бюджет, нужно как-то понять, как закрыть задачу, вложить в это деньги и еще не остаться без копейки. Вот такая может быть ситуация. Далее, 10-й дом — это начальство, это власть имущие, может быть встреча с чиновниками, может встреча с начальством. Вы будете разговаривать на тему отпуска, вы будете разговаривать на тему повышения по карьере, либо кто-то даже из овнов примет решение увольняться, потому что здесь может проиграться, что вы поймете свое призвание, потому что 10-й дом — это еще призвание. Может быть, вы поняли, что вы не хотите крутить шаурму, вы хотите вышивать крестиком и открыть свое швейное производство. И вы пойдете увольняться из шаурмичной и потихонечку вкладываться в свой бизнес. То есть вот так может проиграться. Конечно, мои примеры, они немного примитивные, но я говорю о них, чтобы вы понимали то, что я хочу вам объяснить. Вот, далее. Луна в Козероге. Все новое вы будете воспринимать с осторожностью, знаете, как будто вот ваши какие-то обязанности, ваша какая-то профессия, что-то новое приходит, и какой-то человек или какая-то задача, и вы не знаете, как поступить, потому что вы с этим не сталкивались. Или вы не знаете, как решить этот проект, какую-то задачу на работе, проблему какую-то на работе. И вы будете воспринимать все с осторожностью, не доверяя каким-то источникам, вы будете проверять, не доверяя каким-то сплетням, вот в среду и в четверг. Далее, 10-й дом — это ваш отец, это люди вашей семьи мужского пола. С ними будут какие-то контакты. Это может быть сын, брат, дядя, дедушка, отец, как я уже сказал. С ними будут какие-то контакты по поводу работы. Может быть, кто-то из родственников вам подработку подкинет, да? Либо вы пойдете за кого-то, так сказать, отстаивать позицию вашего человека родного, либо его защищать как-то перед начальством. Может быть и так. Далее, официальное подтверждение потребуется, какие-то документы потребуются от вас, чтобы вы подтвердили свою квалификацию, может трудовая книжка, если вы уйдете, да, устраиваться на работу пойдете, либо это какой-то диплом об образовании, о квалификации. Люди или какой-то человек потребует от вас какую-то справку, какой-то документ в среду и в четверг. Может, действительно это будет что-то там с чиновниками, с госучреждениями связано. Может, вы пойдете чего-то добиваться и бумажку потребуют. Вот бумажку, дайте мне бумажку, тогда у вас будет льгота на воду. То есть не забудьте, пожалуйста, овны, если вы куда-то пойдете, опять в госучреждение, да, все бумаги собирайте, прям все тащите с собой, мало ли что забудете. Ну и Луна в Козероге — это какие-то новые правила на работе, новые правила в делах. Они будут вас, знаете, как будто препятствия создавать. То есть, как может произойти, да? На работе новая обязанность на вас накладывается, и вы понимаете, что вы не успеваете, а у вас еще что-то. Либо чью-то работу могут на ваши плечи перекинуть, и тоже это будет временно. Но не забывайте намекать начальству, что это временно. А то бывает, знаете, как в жизни, то что вас просят, а потом еще раз просят, а потом третий раз, а потом это уже ваша обязанность, и за это не доплачивают. Вот чтобы такого не было, согласитесь, помогите, но объясните, что это все-таки не ваша задача, а задача другого человека, чтобы, так сказать, на вас не сели, ножки не повесили. И, в принципе, все. Но 10-й дом в среду и в четверг призывает к серьезности, к структурированности, к
какой-то последовательности действий. Вам нельзя в среду и в четверг хвататься за все сразу. И об этом еще говорит Луна в Козероге, что должна быть дисциплина, себя собрать в кулачок, так сказать, и закончить какой-то проект, какое-то дело. И все будет хорошо. 9-10 февраля, пятница и суббота, долгожданные дни на неделе, когда мы хотим расслабиться и ничего не делать, отдыхать, что-то там удовольствием каким-то, да, себя посвящать. Но 9-10 февраля Луна меняет знак и входит в ваш 11-й дом, а знак у нее будет Водолей, там же, где сейчас и Меркурий находится. Поэтому о чем это говорит? Во-первых, как только начнется пятница либо суббота, начнется легкая нервозность. Вы захотите вот что-то вот расставить дома, чтобы какой-то был порядок. И эти нервы будут у вас шалить, и вы можете даже иногда, знаете, перегибать палку по отношению к друзьям, коллегам. Может быть, если вы руководитель, то в пятницу вы потребуете скорее закрыть проект, скорее отправить документы, скорее закрыть план, я не знаю, скорее выполнить эту задачу быстрее, потому что мы работаем до 4, а время уже без 5. То есть вы будете как будто кого-то, знаете, подталкивать, ускорять в пятницу и в субботу. Далее, Луна в Водолее, как я говорил про Меркурий, немного похоже, захочется перемен. В пятницу и субботу вы можете почувствовать, что как будто вот много лет я работаю на этой работе, вот хочется чего-то новенького. Либо надоело мне в субботу сидеть дома, хочу на лыжах покататься. И вот такое вот состояние каких-то легких перемен вам потребуется. И действуйте, Овны, не сидите на месте. Что-нибудь придумайте, как-нибудь субботу проведите так, как никогда не проводили. Ну, к примеру, если вы никогда не лежали на диване звездочкой, всю субботу полежите на диване звездочкой. Но опять же, да, захочется активности, тут вас уже не удержать просто. 11-й дом — это коллеги, это единомышленники. Может быть, будете созваниваться с какими-то людьми, которые тоже занимаются тем же, чем и вы. Хобби, творчество. Может быть, пойдете на какой-то курс или пойдете в какую-то компанию и там проведете пятницу, субботу. Вполне возможно. Далее. Луна в Водолее — это трудности в решении проблем, и знаете, таких проблем, которые у вас каждый день, то есть вот бытовых каких-то проблем, то есть надо вот это вот кран починить, и вот как-то вы руки дойдут в пятницу и субботу починить кран, но будет очень трудно, потому что Луна в Водолее, она какие-то препятствия создает, какую-то трудность, вот прям сложно будет починить этот кран. Любые какие-то бытовые неурядицы будут сложно как-то найти компромисс, договориться с людьми, потому что вы будете гиперчувствительны и нервозны. Вот здесь вот будет такое, знаете, какая-то перетурбация в чувствах, в эмоциях. У вас может то в одну сторону повести, то в другую, но решение какой-то бытовой обычной проблемы затруднится. Опять же, из-за вашего вот этого эмоционального напряжения, либо капризности, либо еще что-то. Далее. Очень важно оценивать свои возможности и шансы. Если вдруг вам кто-то предлагает подработку, оценивайте, Овны. Сможете ли вы в субботу встать рано утром и поехать в другой конец города? Сможете ли вы в субботу вообще опять выйти на работу или взяться за этот проект или за эту задачу? Луна в Водолее призывает, вот прям оценивайте свои шансы и возможности. Не переусердствуйте. Если вы кому-то хотите помочь, то посмотрите сначала на свою жизнь, на себя. Вы вообще в состоянии, может, у вас температура, а вы вот опять лезете со своими идеями и хотите быстрее закрыть проект. Оценивайте свои силы, Овны, в пятницу и в субботу. И если вы решили, что нет, говорите людям нет. Вы это умеете, я уверен. Ну и Луна в Водолее — это сюрпризы, это новые знакомства в пятницу, субботу, воскресенье. А так как 11-й дом, как я уже говорил, это какие-то люди, единомышленники, которые то же самое хотят, что и вы. Поэтому новые знакомства пятница, суббота. Если вы одинокий Овен, вперед из песни знакомиться. Пишите в чатах, пишите в приложениях. Я красавица, давай встретимся с тобой, попьем кофе. Или там, я такой брутал, ты мне понравилась, сейчас я буду завоевывать твое сердце. То есть в любом случае, пятница, суббота
большая вероятность каких-то сюрпризов, как я уже говорил, каких-то комплиментов в вашу сторону, а еще большая вероятность встретить человека интересного. Конечно, это не говорит о том, что это будет принц на белом коне, и у вас появятся внуки на следующей неделе, а это говорит о том, что просто будет приятный человек в вашем окружении в пятницу и субботу. Поэтому обязательно знакомьтесь, если вы свободны. Ну а если вы в браке, в отношениях, ничего страшного нет, если у вас появится новая подруга или новый друг, и вы с ним будете каким-то творчеством заниматься. Субботу можно провести в гостях. 11-й дом — это гостеприимство, поэтому если вас кто-то куда-то позвал, ступайте, езжайте к брату, к сестре, не знаю, там, к коллеге, если вы давно уже работаете, и вот ваша сотрудница зовет вас на огород копать картошку, езжайте. Можете не копать картошку, но все равно в гости нужно поехать, вы себя быстрее восстановите, ну и вообще настроение поднимется. Вот как-то так, пятница и суббота. Еще также 9 февраля будет новолуние. 9 февраля будет новолуние в этом же доме, в 11 доме, в знаке зодиака Водолей. Но на новолуние, скорее всего, я выпущу отдельный ролик, потому что если я здесь про новолуние буду говорить, то Овны просто на час растянется ваш прогноз. Поэтому, скорее всего, другой ролик выложу про новолуние, поэтому подписывайтесь, если еще этого не сделали, чтобы не пропустить. Чтобы потом не плакали. Ну и воскресенье. Неделя заканчивается замечательным солнечным днем под названием воскресенье. Луна будет в рыбах. Это 12-й дом вашего гороскопа. А так как Луна в рыбах, мы захотим в воскресенье заботы. Чтобы нас кто-то обнял, чтобы мы вот сидели в пледу у камина, пили вкусные глинтвейны, вот рядом сидел наш любимый человек. Как-то нас по головке, чтобы погладили, комплиментами одарили. Вот внимание вы захотите в воскресенье, Овны, чтобы кто-то вас вот прям вот лелеял, как плюшевую мишку. Здесь все, в принципе, может сойтись, кроме того, чтобы вы как-то, знаете, активно об этом говорили, типа, обними меня. Так не нужно. Но вы захотите, естественно, какого-то внимания. И воскресенье подойдет также для того, чтобы какой-то романтик устроить дома, чтобы вот эта вот ваша чувственность, вот это вот как-то проявилась, какая-то забота, тепло. Вы захотите это почувствовать, поэтому сами берите инициативу в руки и устраивайте атмосферу. А все остальное пусть этим занимается ваш любимый человек. Далее, 12-й дом — это завершение проектов. Возможно, в воскресенье что-то захочется закрыть. Что-то захочется, знаете, какую-то задачу. Может быть, работа будет в воскресенье у вас, и вы поймете, что в понедельник уже надо сдать проект, презентацию, а у вас ничего не готово. И вот в воскресенье вы будете закрывать какую-то задачу. Затем, 12-й дом — это какая-то изоляция. И так как Луна в рыбах, это будет такая двойная изоляция, еще эмоциональная в том числе. И не то, что даже физически, а и в эмоциональном плане. Захочется уединения, захочется, знаете, убежать от проблем в воскресенье, чтобы вас никто не трогал, чтобы вам мозги никто не парил. Да, там сломалась труба, не трогай меня. Или там надо это сделать, там, не знаю, машину отвезти на техобслуживание. Ни сейчас, ни сегодня не трогай меня. Вот такое будет состояние воскресенья, уединение захочется. Знаете, вам лучше воскресенье провести в какой-то бане, в сауне, где-то в отеле за городом. Конечно, не все могут себе это позволить, но все-таки какое-то, знаете, уединение от всех. Изоляция, 12-й дом, как я уже говорил, и еще Луна в рыбах. Захочется вот прям вот побыть наедине с собой, со своими мыслями, чтобы только никто вас не трогал и не тормошил, иначе вы взорветесь, как птичья фабрика, и перья полетят, пух и перья полетят. Далее, 12-й дом — это больницы, это места лишения свободы. Может быть, вы поедете кому-то к родственнику, к другу, к какому-то коллеге в больницу. Может быть, он там лежит, да, сломал ногу, подскользнулся, упал, гипс, и надо срочно там ему отвезти что-нибудь вкусненькое, курицу-гриль. Поэтому здесь, возможно, Овны поедут в больницу кого-то навещать. Ну и сами будьте поосторожнее, чтобы не подскользнуться нигде. Смотрите под ноги. Затем 12-й дом — это еще все, что связано с тайнами, с какими-то секретами. Можете узнать какую-то интересную информацию про своего любимого человека, либо про какого-то друга, про какую-то подругу. Это может быть сплетни, это вообще может быть что-то высосанное из пальца, поэтому любую информацию, которую вы в воскресенье получаете, проверяйте ее. Эти секреты могут быть ложными, это может быть вообще, знаете, кто-то на кого-то наговорил. Поэтому тут
Овны, не рубите с плеча, когда узнаете, что это воскресенье. Типа, какой кошмар. Не надо так себя вести. Соберитесь, лучше проверьте эту информацию, и потом уже решайте, что с ней делать. Далее. Луна в рыбах — замечательное время, когда проявляются какие-то таланты. И здесь овны могут, не знаю, начать что-то делать, и причем это будет получаться сразу. То есть это что-то новое в творчестве, это что-то новое. Вы как будто в себе что-то, вот знаете, найдете, какое-то новое хобби, либо новый какой-то дар у вас может появиться в воскресенье. Поэтому здесь все только в ваших руках. Неожиданные решения могут прийти к вам старых проблем. К примеру, там вот давно-давно была какая-то проблема, никак не могли ее решить, и в воскресенье может прийти озарение, и вы поймете, как закрыть долг, как доделать ремонт, какую дверь купить. Никак не могли решиться, и тут вот все поймете, все сойдется. Вот так может проиграться Луна в рыбах. Ну и нельзя давать волю отрицательным эмоциям. Если кто-то вас выведет в воскресенье на негатив, вот прям вот старайтесь по максимуму улыбаться, старайтесь по максимуму дарить людям тепло, уют. Вы сами этого захотите получить, поэтому кто дает, тот и получает. Поэтому здесь отрицательные эмоции лучше выключать, они вас только собьют с толку, и все воскресенье может уйти вот просто в трубу, если вы вдруг будете подвергаться какой-то, знаете, темной такой энергетике. Поэтому здесь ни в коем случае не давайте себе волю расстраиваться, не давайте себе волю обижаться в воскресенье, просто вот дышите воздухом, радуйтесь, что вы живы, что все нормально. Любую проблему, как я уже говорил, можно решить. Есть разные выходы. И овны всегда эти выходы находят. Так что все получится. Ну и 12-й дом еще, это все, что связано с оккультными знаниями, с астрологией, с таро, с предсказаниями, с гаданием. Может быть, вы будете, не знаю, там, гадать на картах, может быть, вы будете изучать таро, может быть, вы будете брать консультацию у кого-то, у астролога, у таролога, у нумеролога. Может быть, вы пойдете к местной гадалке. Вот есть у вас там на районе бабка, она там гадает на кофейной гуще, и вы хотите к ней прийти и задать ей вопрос и узнать ответ. Либо сами научиться гадать на кофейной гуще. Поэтому здесь 12 числа, прошу прощения, в 12 доме вы захотите вот что-то такое, знаете, найти ответ необычным образом. Ну и ответ обязательно найдется. Я вам это желаю. Овны, дорогие мои, вот такое большое видео получилось. Конечно, хотел покороче, но не вышло. Хочется всегда вам рассказать что-то самое интересное и поделиться информацией, которая у меня есть. Я желаю каждому овну крепкого здоровья. Пожалуйста, берегите себя, не утруждайтесь, не берите подработку на следующей неделе, если вы поймете, что вы не справляетесь. Конечно, любви хочу, чтобы все вы были любимы и сами любили, чтобы у вас все получалось по жизни. Только успеха желаю и оптимизма. Всегда горите какими-то желаниями. Стремитесь только вперед, у вас все получится. Я знаю многих овнов, которые таких высот достигли, что я аж в шоке стою. И у вас это точно получится, все получится. Главное верить в хорошее, ну и стремиться только вперед. Пожалуйста, не забывайте ставить лайк, если этот прогноз вам понравился по каким-то причинам. Если вы случайно попали на мой канал, подписывайтесь на него. Ну и жду ваши комментарии под этим видео. Спасибо большое вам за внимание, что провели со мной эти дорогие минуты и вместе со мной улыбались и радовались прогнозам. Всем до свидания.